И всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробный обзор с целью сэкономить вам средства. Обзоры одним кадром. Что это такое? Я на основной модуль этого смартфона, кстати, пока на основной. Вот сейчас, допустим, ультраширик. Еще раз основа. Сейчас увидели, как переходит с ультраширика на основу. Снимаю обзор одним кадром, иногда включаю паузу, но это в случае, если, допустим, лифт остановится. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, на нем уже есть обзор на этот смартфон, это Vivo X200 Pro Mini. Его в глобалке скорее всего не будет, но не факт. Сейчас он снимает в 4К 60 FPS, но без HDR, потому что с HDR я бы не смог уходить на ультраширик. Так вот, полноценный обзор уже на канале. Помимо этого, обзор одним кадром сейчас вы видите. Помимо этого, прожарка уже была на канале Польза Стримы, и на Польза Лайв есть еще обзор, где я его пытался утопить в аквапарке. Мне это дело не получилось, и я этому, мягко скажем, несказанно рад. Вот. И сейчас на жестком штативе Ulanzi, как и 100 с лишним смартфонов до этого, я прогуливаюсь вместе с ним и рассказываю основные моменты. Опять же, чтобы узнать все моменты, чтобы посмотреть сравнение с iPhone 16, смотрите полноценный обзор. Но я часто повторяю, те, кто покупают девайсы, я скажу так, эмоционально, однозначно, 100% вам смотреть мои обзоры не надо. Почему? Потому что если ты взвешиваешь за и против, обычно, ну это как умный глупый, обычно ты принимаешь решение подождать чего-то идеального. Идеального, разумеется, не будет. Все, кто хочет помочь подобному проекту, не забываем подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный или неосмысленный коммент. Остальным напоминаю, что в подобных условиях уже в течение 2 лет я таким образом покупал и тестировал больше сотни девайсов. И плюс-минус в тех же условиях раздражает голос, бесит информация. Отключайте звук, сможете увидеть, каким образом отрабатывает стабилизатор. Каким образом, кстати, ультрастабилизация здесь включается в 2,6К 60 FPS. И каким образом он работает с цветами и светом. По поводу цветов. Зеленый он благополучным образом выкрашивает, то есть он становится более ярким. Но, как скажут продавцы, это не важно, потому что так и задумано, потому что это Vivo. Vivo, к слову, не является особо супер популярным смартом среди представителей Китая. Посмотрите, какой он процент занимает. Посмотрите, что у нас в глобале продается. И единственное, у него, разумеется, просто бешеная популярность среди перекупов. Соответственно, бешеная популярность среди людей, которые любят что-то интересное и новое. Почему? Потому что Vivo делает классные смартфоны. Привет. Интересные смартфоны. И насколько они хороши, решать вам. Но самое главное, чтобы вы помнили, что это китайская версия, глобалка. Если даже будет, она будет стоить космос. И вот это у нас 4К 60 FPS. Ультраширик, основа, X3, X10. По модулям, всему остальному смотрите полноценный обзор. Это максимум X15. Опять же, скорее всего, он вам будет и не нужен. В часовом обзоре я сравнивал его с iPhone 16. Вот, соответственно, он там по телевику, разумеется, ушатал, а вот по поводу всего остального можно очень сильно поспорить. Но вернемся к обзору. Комплектуется он и чехлом, и помимо чехла у него идет зарядка, и заряжается он за 50 минут. И у кого-то были проблемы с разными китайскими зарядками. То есть, если вы посмотрите форум, повторяюсь, на Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro Mini уже 198 страниц. И нет, это не хвалебные отзывы. Кстати, это как раз вопросы. У меня не работает это, у меня как установить это, а что сделать с оповещениями. То есть, если вы покупаете китайский смартфон, он будет, ну, вот в этом случае очень популярен, потому что его очень хорошо расхайпили. Но никакие китайские болячки у вас не исчезнут. То есть, нужно будет китайские приложения отключать, оповещалки настраивать, морочиться, если у вас 20-й бенд. Если, опять же, вам из экрана говорят, что 20-й бенд вам не нужен, я вам сразу говорю, что несмотря на 200 миллионов баллов в Antutu, 20-й бенд нужен для определенного я не буду говорить название операторов, и для Билайна, как бы, вроде бы он по-другому даже уже называется, нужен. И про агрегацию частот не забываем. И все зависит от региона, и, разумеется, с этим надо разбираться перед тем, как ты покупаешь китайский смартфон. Так вот, как только ты покупаешь этот смарт и получаешь его в руки, если у тебя не было до этого момента S24, который идет с нулевым комплектом, либо iPhone 16, тебе кажется это компакт, пока ты не берешь его в ладонь.
Когда ты берешь его в ладонь, ты понимаешь, что блямба вот у этого устройства, она тебе мешает примерно так же, как Vivo X200 Pro. И у тебя возникает вопрос, вроде бы по ширине тебе все равно, а по толщине получается у тебя такой же брусочек, просто чуть-чуть уже. Так где здесь компактность? Опять же, про компактность ты начинаешь вспоминать, если у тебя есть либо на руках iPhone 16, либо Samsung S24. Здесь основная мораль вот этого вот моего обзора одним кадром, помимо того, что вы смотрите, как снимает этот смартфон, если вас бесит информация, вы можете, повторяюсь, просто не слушать, в том, что магия любой глобалки, ты идешь в ритейл, и без разницы, какой там ценник, трогаешь, как у тебя в руке лежит один смартфон или другой. И не надо мне писать, я ношу без чехла, я что ношу без чехла? Я 3 года ношу смартфоны без чехла. Я знаю бешеное количество людей, которые носят смартфоны без чехла. Девушки, да, там наклеивают стразы, еще что-то. Кто-то покупает брони защитные, там, с ножкой, чехлы. Но основная масса моих знакомых, которые, опять же, если у них разобьется, они чаще всего просто пойдут купить новый. Вот, они носят без чехла. Это ценовая категория смартфона, да, как раз тех людей, которые, ну, когда ты 70 кусков платишь, это 700 баксов. Это люди, в основном, у которых есть деньги. Так вот, когда у тебя даже без чехла это дело кажется толстым, ты накидываешь чехол и понимаешь, что этот компакт от обычного смартфона отличается, в принципе, только способом пиара. Почему? Потому что он толстый. То есть, когда вы можете себе рассказывать про то, что вы получаете такие, вау, наконец-то компакт от китайцев, такая большая батарея, за счет чего? Да, здесь есть беспроводная зарядка, да, заряжается он за 50 минут, да, у него вместе с ним, кстати, в комплекте идет зарядка, я повторяюсь, у кого-то китайские какие-то, или Базеус у блогера у какого-то, или у Green не работала, а в форуме же у народа у Green работает, но какая разница, какая зарядка работает, если у вас в комплекте идет вместе с ним зарядка, а аккумулятора его хватит на день точно. Может, вы не захотите ее катать, а какую-то другую, но она, разумеется, будет работать по другому протоколу. Единственное, там надо будет включать быстро. Ну, в общем, это все лирика и про ПО. Про железо. Здесь, к сожалению, Dimensity. Почему я говорю к сожалению? Потому что в тот момент счастливый, когда вам рассказывают, я почти, кстати, сломал ноги, здесь оказывается безумно скользко. Радуйтесь, хейтер? Нет, не радуйтесь, не получилось сломать. Так вот, в тот счастливый момент времени, когда вам говорят про космическую автономность, спросите 2 вопроса. Первый, реальная автономность в играх, то есть у него хорошая яркость, 1100 люксов. Но как только ты заходишь в игры, он начинает есть 27% в час в том же PUBG. И на 15-й минуте у него, на 5-й минуте у него падает яркость до 700 люксов. Это очень хорошо, 780, 790, 760, даже 600 хорошо. Но у него она падает 690, 760. И у него начинает залипать тач. То есть ты играешь не кайфово. Хорошо, но не кайфово. Хотя тач до 5-й минуты отличный, 15 минут нормальный. И в целом у тебя он пожирает на секундочку 27% в час. Теперь еще по поводу этой великолепной батареи. Вы видите циферки. 5700, по-моему, или 600, по-моему, 700 мАч. Другие характеристики посмотрите. Те, кто в радиоэлектронике разбирается, понял, к чему я. А остальным не важно. Важно вам, для остальных, знаете что? Сейчас ультраширик. Важно то, что когда я пытался его протестировать на непрерывную съемку, тот же iQOO 9S Pro Plus у меня отработал там 5 часов, по-моему, 40 минут. Этот 4 варианта. 18 минут, 22 минуты, 46 минут. И у меня час 26 он смог непрерывно снимать только в условиях темных. Что это значит? Гистограмму открываем, и там файл пустой. То есть, проще говоря, он, когда ничего не писал, вот писал пустой файл, на сенсор у него не попадала никакая информация, микрофоны ничего не писали, он один черт вырубился. У некоторых будут тесты другие результаты, но еще раз уточняйте условия. У Vivo очень хорошая тема гистограмма. Просите гистограмму, просите, спрашиваете разрешение съемки, и все встает на свои места. Что это значит? Это значит, когда у меня файл 22 минуты, а у человека 1,5 часа весит так же, чуть-чуть больше. Вот, это раз. И два, все тестируют в разных условиях. Я всегда тестирую в 4К 60 FPS. По поводу этого вопроса, опять же, вот в этом ролике в первую очередь я как-то акцентирую внимание на недостатки. Достоинств очень много, на них очень хорошо зарабатывают. Ой, стоп, они очень красивые, эти смартфоны очень красивые, очень.
И Vivo делает классные реально смарты. Мне без сарказма, кстати, насчет того, что классные, они нравятся. Другой вопрос, что с 90 линейки они как красили, так и красят. И вот эти вот полноразмерки, допустим, если кто-то начнет залипать по поводу или написывать по поводу съемки, ну, полноразмерные смарты его ушатывают. Это Vivo X200 Pro Mini. Посмотрите и набор сенсоров, и пример фото и видео, и здесь, в принципе, даже обсуждать нечего. Так вот, по поводу этой пресловутой автономности. 39% в моем чате людей, которые участвовали в голосовании, там больше 1000 человек, высказалось за то, что им нужна съемка больше 20 минут. Для примера, вы ставите 4К 60 FPS, ставите на штатив, снимаете детский утренник, он обычно идет больше 20 минут. Снимаете матч, еще что-то. Ну, в какой-то момент времени вам понадобится это. Vivo может как улучшить прошивку с Dimensity, в чем я сильно сомневаюсь, так и ухудшить. То есть он может и больше снимать, и меньше. Но с другой стороны, вот есть же смартфоны, которые ты четко знаешь. Ты берешь для камеры, и он будет снимать. Сегодня он снимает с сотки до нуля. То есть со 100% до 0%. И по мне это лучший вариант, чем когда ты не знаешь, как долго он сможет снимать. Это на данный момент Vivo X200 Pro Mini. Потом по поводу оповещений и всего остального. Верить мне, не верить, это все не важно. Почему? Потому что, опять же, у меня контент такой. Меня вообще продавцы не переваривают. Зайдите на PopADA или еще куда-нибудь, посмотрите форумы по поводу этого смартфона. Знаете, что вам бросится в глаза? Не то, что все решения находятся, а что маленьких проблем просто бешеное количество. И на них примерно так же, как Huawei отвечают: ты что, тупой? Иди давай делай. То есть у тебя смартфон, а вместо смартфона у тебя получается какая-то штуковина ролевая, там, настроить оповещение, удалить всю китайщину, проверить, есть ли бенда 20 нужен тебе в этом регионе будет или нет. Там есть запись разговора без уведомления собеседника о начале записи, отлично, но нет eSIM. Есть, не знаю, классные размеры, но эти размеры нивелируются тем, что вот эта шайба, она даже в моем маленькой ладони упирается в палец, у тебя по ощущениям обычный смартфон. Если у тебя нет при этом рядом iPhone 16 или S24, это прям очень сильно ощущается. Эти 3 мм, 2 мм, 1 мм, физику все учили, объем. Здесь вопрос не в том, что здесь 1, 2, 3 мм, а что в сумме у тебя получается болванка значительно больше по размеру, чем компакт. То есть это такой увеличенный компакт с чем? С расширенными функциями. То есть, допустим, круто, что у него есть беспроводная зарядка, круто, что у него есть защита от влаги. Он, к слову, у меня пережил утопление в аквапарке, что не смог Vivo X100S, потому что он у меня даже в бассейне просто погиб. То есть у меня был Vivo X100S, и когда мне говорят, он же не рассчитан на утопление, у него на секундочку был IP69K. И вот IP69K у него навернулся. То есть он не смог у меня снимать, он просто утонул. Поменять его не поменяли, чего-то мне там писали, отправляйте в Китае не отправилось. Что-то с таможней было. В итоге у меня болванка за 60 тысяч. Но это моя история, драма, это мое нытье. С такими же там у меня с ZTE такая же история была. Но мораль проста, что у этого смартфона, хотя и есть защита от влаги, и с ним можно, по идее, он там от гидроудара не защищен, потому что в аквапарке гидроудар, но под дождь, по идее, ты можешь под ним попасть. Но у меня еще одного блогера в зеленом цвете один из углов продавливается, притом так значительно продавливается, у него еще и с хрустом. Как правильно пишут, а ты не продавливай. Но, друзья, герметичность, она как бы на то и герметичность, что собран он должен быть так, что при любом давлении, ну чуть-чуть ты надавил, он не должен продавливаться. Хотя такая же история, помните, у нас была с рокфонами, по-моему, 8-ми, когда все паниковали, а там просто была прорезиненная штука. Но здесь продавливается только один угол. У меня без хруста, у него с хрустом. Еще из интересного. Экран отличный, прямой. Фронталка супер. Основной модуль может снимать на секундочку в 4К 120 FPS. В 120. Но магия в том, что вот сейчас я снимаю в 4К 60 FPS, хотя фронталка может снимать в 4К 60 FPS, а на фронталку перейти нельзя, только в меньших разрешениях. И переходы между модулями не волшебные, вы это уже видели. Опять же, здесь, как говорится, все на вкус и цвет, все фломастеры абсолютно бесконечно разные. Если говорить о особенностях из разряда, понравился ли этот мне смартфон, безумно. Из разряда того, что я хейчу его, потому что все хвалили. Нет, я хейчу все. Вот. Из разряда того, что я считаю, что он не стоит своих денег. Он там 2 миллиона баллов в Antutu выбивает. Играть в него, в принципе, можно, пусть и та чуть-чуть залипающий. Чуть-чуть.
То есть не критично. И с экраном все хорошо. Но ничего вот этого вот супер космического нет. И когда говорят, вот у него лояльный ценник, ну кто-то умудрился за 60, за 55 его купить. Притом кто-то там даже за 60 с таможней. Но сейчас курс уже 112. И на секундочку, при любом раскладе, даже если они покупали за 50, это китайская версия. Это китайщина, это отсутствие бенда, это агрегация частот. И сколько бы он стоил в глобалке, до минимум штуку баксов. А со штукой баксов ты бы сравнивал его уже, знаете, с чем? С iPhone 16 Pro. А кто бы выбрал между ним и iPhone 16 Pro Vivo, рынок может вам ответить. Посмотрите в глобале, какое распределение между Vivo и iPhone. И это, кстати, еще скажет вам про ликвидность. Поэтому от меня девайсу однозначно да. Скачивайте исходники, фото, видео в моей личной телеге. Логично, что я много всего пропустил. Для примера, у меня обзор полноценный был 50 с лишним минут. Вот, мне девайс очень понравился. Vivo X200 мне идет. X200 Pro на руках. Я обожаю, как они снимают. Но, кстати, еще тем, кто пишет про поддержку, что у Vivo она отличная, что это флагманский бренд, задумайтесь над такой вещью. В 90-й линейке там много чего допилили. Почитайте форумы, они на нее забили просто. А сейчас как бы не так много времени прошло, это раз. А два, пусть BBK, вот меня правильно вчера на стриме поправили, официально уже не существует. И есть вот этот вивовский по-моему, Vivo IQ и Oppo Realme OnePlus. Два концерника, ну, два подразделения огромных, как Huawei и Honor, ну, мы все понимаем. Так у Realme, OnePlus и Oppo при выходе на Global некоторые модели блокируются на звонке. Не будет ли это дело бывший BBK копировать в IQ и Vivo, если у них будет выходить что-то на Global? Это вопрос дня. Это просто вот все вопросы, которые ты должен суммировать. Когда ты покупаешь определенные модели, у тебя одни вопросы есть, других нет. Вот, допустим, там, не знаю, с пикселями вопрос у меня основной, это какого лешего Tensor. С Samsung'ами не хочется покупать Exynos. Ну, то есть у них же есть на Snap'е проца. А здесь вот перечень вопросов вы моих слышали. Если на все эти вопросы вам не важно, какие ответы, и если вам нравится этот девайс, ответьте на последний вопрос. Вы покупаете чаще всего железку, любую, с надеждой, ну, вы будете с ней контактировать больше, чем, наверное, с людьми даже. То есть мы постоянно сидим в смартах, компьютерах. Почти все смартфоны вы можете потрогать в магазине и потом заказать где-то дешевле. Любая платформа, Авито, Ямы, Али, вообще не важно что. У Vivo вы можете так сделать? А поверьте мне, то, как это все лежит в руке, как у вас ощущается тач, как у вас ощущаются кнопочки, удобства и все остальное, когда вы выкладываете такую сумму, имеет значение. Хотя я думаю, что если вы досмотрели до этого момента, вы и так в курсе всего, что я сказал. Самое важное, что вы знаете, что здесь есть направленный микрофон, что здесь отличные камеры, не флагманские, то есть они флагманам X200 Pro, они уступают, сравнивать там нечего. Я вообще не люблю, когда китайцев с китайцами. Я сравниваю китайцев с китайцами, но стараюсь там, не знаю, пиксель с китайцем, корейца с китайцем. Когда ты сравниваешь, допустим, один и тот же бренд, ну то есть Oppo, Realme, Vivo, IQ, OnePlus, для меня это один концерн. И ты такой типа, ну, ты льешь на BBK, я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну, при любом раскладе BBK win, выигрывает. Надо лбами сталкивать. Даже китайцы Xiaomi, допустим, с Vivo. Вот. Но компактов у Xiaomi 14 iPhone, ой, Xiaomi 15 это такое себе. Опять же, такое себе. В глобале у них все бенды, и не хочу по поводу этого разглагольствовать. Почему? Потому что я сравнивал его с iPhone 16, он реально маленький, удобный и компактный, с 60 герцами, которые бы я не советовал брать из-за этого. Поэтому компромиссы прикидываем для себя и решаем, что вам надо. Повторяюсь, мне от девайса однозначно да, от меня за $500 в глобалке. Доброй удачи вам, дорогие друзья.